Всем привет, с вами Облако и Cloud, и сегодня мы поговорим о новом нашумевшем агенте Кайо, а также разберем его скиллы, фишки, баги, контрпики, лучших тиммейтов и карты, на которых этот персонаж будет более играбельным. Первым скиллом Кайо является фрагмент. Это граната, которая взрывается и наносит урон в зависимости от того, насколько персонаж находится далеко от центра. Например, если кидать в центр, где находится персонаж, она убивает врага с 2 тиков, нанося 60 и 40 урона. Следующий скилл Кайо является световая граната. Она имеет два вида броска, дальний и ближний. И также имеет траекторию полета, как в Counter-Strike. Ее главная особенность в том, что вы можете накидывать моменталки как своим тиммейтам, так и самому себе. Можно показать на примере смока. Вы можете накидывать моментальные флешки из смока и убивать оппонента, делая это неожиданностью. Следующим отличительным скиллом Кайо является эпицентр, подавляющий ножик, который не только находит оппонентов в его эпицентре, но еще и отключает все его скиллы. Так можно, например, это увидеть на ульте Рейс. Сейчас рванет! Бросаю нож. Оппонент сразу же становится бесполезным и его ульта отключается. Также ножик Кайо хорош для того, чтобы узнавать, куда пойдет оппонент и где он вообще находится. Так, например, на карте Бинт можно кидать ножик Кайо на шарте с самого начала. Подавляю. Враги подавлены. Мы узнаем, что здесь находится Рейс, возможно, она халдит карту, или же они собираются выходить на точку А. Также, оставаясь в клатч-ситуациях, вы можете кинуть нож Кайо, где вы предполагаете, что находится ваш соперник. Например, кидая нож на девятку, вы узнаете, что враги обнаружены, и вы можете не беспокоиться о любых других точках, зная, что ваш соперник находится на девятке, и сконцентрирует все внимание на нем. Еще одной фишкой Кайо является то, что при попадании в его радиус мы можем увидеть треугольник, который сообщает нам о том, что враг подавлен. Но не спешите радоваться, ведь этот треугольник можно увидеть даже через стены. Что мы, собственно, сейчас можем увидеть. Бросаю нож. Если вы являетесь Кайо, можете использовать этот баг или фишку. Ну а если вы являетесь игроком, который попал в эпицентр Кайо, то советую вас огорчить, вы помечены через стену, и вам нужно выходить агрессивно на перестрелку с врагом. Все чисто. Также ножик Кайо хорош тем, что он подавляет скиллы оппонента на ретейках и не дает им сыграть на лайнапы. Инициирую. Его можно использовать по типу вот так. И вы просто можете спокойно разминировать бомбу, пока ваш оппонент стоит на лайнапах. Взрывать это по моей части. Также очень важно понимать, что эпицентр Кайо работает не на сами скиллы, а на самого агента, Подавляю. который при попадании в эпицентр отключает все свои скиллы на протяжении 7 секунд. Враг подавлен. Так, например, можно отключать растяжку Сайфера и попадать в самые сложные участки карты. В отличие от эпицентра, который создает один 7-секундный тик, ульта Кайо создает в это время несколько тиков, которые подавляют оппонента несколько раз. Также он имеет стрельбу и механику, подобную Рейне. Живым не уйдет никто. Нужен перезапуск. Также при своей смерти Кайо он имеет 15 секунд в запасе для того, чтобы его перезагрузили, и 850 хп, чтобы его не убили. Запрашиваю ручной перезапуск. Спасибо. Возрождается он со 100 хп и без своего ультимейта вновь. Исходя из личных ощущений, можно сказать, что для Кайо очень комфортные близкие карты, такие как Split, Ascent и Bind. А на больших картах, такие как Heaven, Icebox и Breeze, он чувствует себя крайне некомфортно, потому что игроки могут очень легко задоджить ваше подавление и эпицентр. Данный агент имеет синергию с каждым другим агентом в этой игре, он универсален, потому что его может поднять абсолютно каждый, сыграть под его флешку тоже абсолютно каждый, и использовать свои гранаты он может без помощи тиммейтов. Данный персонаж является контрпиками агентов, которые будут играть всячески на постпленты и лайнапы, а также против Рейз, Джет и Совы. Его же контрпиком пока неизвестно, кто будет являться, потому что герой смотрится очень сильно, и соревновательного опыта пока еще ни у кого на нем нет. Ну что, я думаю, можно это будет увидеть в будущем. Если данный гайд вам был интересен, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, болейте за Нави, увидимся в игре.